Здравствуйте, девочки. Вот, наконец-таки руки мои дошли до второй части сумочки геометрия. Так, значит, у нас уже, правда, другого цвета два шестиугольника и один бабушкин квадрат. Теперь мы будем их соединять. Так, вот мой любимый крючок. Но я вот взяла побольше, вязала я вот этим 2,7, соединять будем, ну, можно 3-3,5, в принципе, не сильно, я думаю, там принципиально. Так, вот, значит, мы складываем между собой квадрат и шестиугольник лицом к лицу. Так как я вот этой ниточкой буду пришивать, так, тут у меня все запуталось, я оставляла еще ниточку и на бабушкином квадрате, и на шестиугольнике оставила, чтобы потом пришить детали. Так вот, ой, это у нас лицо. Вот изнанка, и вот изнанка мы складываем. И начинаем мы с вами соединять. А мы с вами соединяем вот таким образом. Таким образом. Вот здесь у нас 2 петельки. Это вот третья, значит четвертая. Вот смотрите, тут 2. Третья и четвертая. Вот берем за вот этот край, который снаружи. Вот так. И провязываем вместе. Потом опять вот, которая снаружи. Не которая внутри, а которая снаружи. И провязываем ее. Вот. Не внутреннюю вот эту вот петельку, а вот эту наружную ушко. Вот это берем одно. Второе вот это не берем, оставляем. Так. Так, вот так. И до конца вот так ряда. Так, если вдруг у вас вот здесь вот больше петелек, чем здесь, или наоборот, вообще изначально надо было бы посчитать, но я просто знаю, что у меня на одну больше вот здесь. И посерединке можно провязать будет вот так. Сейчас покажу как. Так. Сейчас мы дойдем до серединки. Так, сейчас дойдем вместе с вами до серединки. Не обязательно прям, ну, как, точно на серединке. Там вообще не будет заметно. Если вдруг на 3 петельки больше, можно в разных местах делать. Вот смотрите, я делаю так. Я делаю так. Я беру в эту же петельку. Вот. Но вот здесь, если я хочу эту сторону укоротить, вот здесь провязываю как бы вместе. Еще раз. Я надеюсь, было понятно. Так как у меня, еще раз повторяю, разница в одну петлю, у меня должно, по идее, все получиться ровно. Так, довязываем до конца. Смотрите, я довязала до угла, извиняюсь, до угла у меня все поровну. Вот, смотрите, я провязываю вместе, провязываем вместе вот так. 1, 1, ой, упала, 1, 2, так, угол 1, 2, и продолжаем вот здесь соединять эту сторону тоже. Это будет наше дно. Вот. Так, еще раз
петелька вот за эти крайние ушки. Я так соединяю. Можете наверняка найти очень много других способов, но мне нравится больше так. И провязываем вместе. Вот смотрите, что получится с этой стороны. Вот такой вот красивый шовчик. Так. Так, еще раз у меня на одну петельку больше. Я сейчас довяжу до середины, сделаю с одной стороны убавку. Так, я довязала до середины и делаю убавку еще раз в эту же петельку и в следующую я с этой стороны делаю убавку. То есть если у вас на несколько петелек вдруг, потому что я тоже начинающий и знаю, что не всегда сразу получается, хоть и по видео, и вроде все понятно, все точно, но можете не распускать. Если на 2-3 петельки больше или меньше, можно просто сделать убавки. И просто надо их сделать равномерно, и их заметно не будет. Так, вот смотрите, мы дошли до этого края. Так, сейчас дошли до края. Делаем вот эти тоже петельки, соединяем, которые воздушные. Их тоже надо обязательно соединить, иначе дырочка. Так, вот одна осталась. И с этой стороны также. Вот, смотрите, это наше дно. Вот. Мы, ну, во всяком случае, я так делаю. Я беру вторую деталь. Берем вторую деталь и начинаем присоединять тоже к нашей сумочке. Так, это лицо назначите внутрь. Любую сторону, любую, потому что он одинаковый. Вот, вот эта дырочка. И находим вот эту вторую петельку. Так, ниточка у нас вот здесь. Так, находим вторую дырочку здесь и здесь. Вот она. Я надеюсь, видно. Так, довязываем до конца. Вот, довязываем. Так, значит, вот здесь одна петелька и вот здесь одна петелька остается. В дырочке было 2, если помните. И берем мы с вами третью деталь в нашей сумке. Вот, и прикладываем еще одну сторону сюда, вот к квадратику, вот так вот. Берем ниточку и я соединяю так, чтобы меньше нитки укорачивать. Так, это не та ниточка, это ниточка, мы будем в другую сторону. Так, вот. Прикладываем, значит, уголок и продолжаем соединять. Берем теперь отсюда петельку от этой детальки и вот вторую петельку нашей третьей детальки. И все провязываем просто вместе. И продолжаем соединять. Вот, оп, и сразу. Вот, так. Соединяем. Третью присоединяем третью деталь нашей сумочки. Ничего сложного нет. Все достаточно просто. Опять довязываем до середины.
Если еще раз кто не понял, вот мы 2 петельки поймали, а потом сразу вот и делаем убавку. Так, еще одну свяжу петельку, сделаю убавку вот в эту же и вот сюда. Так, вот, и убавку мы сделали и довязываем до конца. Вот, медленно покажу еще раз. Вот так соединяем. Все просто, девочки. Главное желание. Я довязала до уголка. Соединяем уголок. Тоже за крайние вот 2. И провязываем вот эту сторону. Ну, продолжаем как бы вот так вот соединять нашу сумочку. Вот уже вырисовывается наша сумочка. Это, правда, наизнанку. Нам осталось соединить вот этот шов и вот эти 2 шва. И обвязать вокруг сумочку. Вот. Продолжаем с вами. Так, осталась у нас одна сторона внизу. Соединяем, продолжаем соединять. Так, я довязала до конца. Теперь мы поворачиваем и соединяем боковую часть сумки. Вот тут дырочка у меня останется из 3 петель, я ее зашью потом. Вот, значит, мы здесь берем 2 петельку и здесь. И все 3 петельки соединяем вместе. И вяжем вот по этой стороне. Низ уже мы, бабушкин этот квадрат, мы уже пришили, соединили, пришили. Сейчас мы с вами соединяем боковые части сумки. Так. Вот таким образом вы соединяете до конца. И там уже можно эту ниточку пока оставить на обвязку. Будем еще обвязывать одним рядом саму сумочку. Когда вторую сторону боковой сумки соединим. Чтобы не отрывать нитку, я оставляю таким образом, чтобы меньше хвостиков было. Так, вот, дошли мы до конца. И здесь у нас по одной мы берем. Вот так вот. Можно проверить. Вот, смотрите, какая красота с этой стороны получается. И здесь мы можно сделать вот так, продев ниточку, закрепить. Но еще раз повторяю, я еще буду ими обвязывать. Вот. Соединяем эту сторону. Я у бабушкиного квадрата специально оставила ниточку. Вот она. Чтобы соединить, надо ее спрятать отсюда, вытащить откуда-нибудь, я думаю. Вот, чтобы соединить эти боковушки. Так, тут я запуталась. Так, вот
вот сюда, думаю, надо продеть. Вот. И, значит, мы таким образом, не пойму, откуда эта петелька, ладно, это мелочь. Так, и мы опять начинаем соединять. Первую петельку делаю покрепче, провязываю ее, а потом ничего не провязываю, просто опять соединяем вторую боковую часть нашей сумочки. Сейчас попозже разберемся, откуда эта петелька вылезла, спрячем ее. Так, и вот до конца соединяем. Я стараюсь побыстрее, чтобы не такое нудное видео было. Здесь у нас все идеально получилось. Шестиугольники одинаковые. Можно ничего не прибавлять и не убавлять. Так, вот доходим мы до самого верха. Так, вот это вот одну мы соединяем и закрепляем. Я длинную очень оставила. Так, закрепляем. Вот. Сейчас с вами давайте вывернем. Посмотрим, что у нас получилось. Конечно, это надо отпарить обязательно. Вот такая розовая красота у нас получилась. Вот смотрите, цаца какая. Сейчас мы обвяжем вверх. Я вам покажу, как я пришиваю кнопку. Кнопка может быть любая, можно вообще без кнопки. Так прекрасно просто одеть сюда ручки. У меня, кстати, если хотите тоже вязаную ручку, у меня есть в этом, в моих видео, там есть как вязать ручку, она достаточно прочная. То есть вам только купить надо 2 карабина, кольца, в принципе, даже здесь не обязательно покупать, потому что здесь есть вот такие дырочки, в них можно вдеть и ручку, и такую кожаную и вязаную, вот, и вся сумочка будет вязаная, можно и без кнопки, вот. Так, значит, мы сейчас с вами обвязываем. Так, где у нас этот? Сейчас. Так, это не то. Это мы будем потом прятать. Так, вот она. Наша ниточка. И мы с вами обвязываем по кругу всю сумочку. Так. Значит, начинаем мы отсюда. Вот. Продеваем вот так вот ближайшую петельку, вот так вот продеваем, вот петельку, и обычными, просто без накида, обычными соединительными столбиками я укрепляю, так сказать, чтобы покрасивее был, поаккуратней вверх. Вот просто вот так вот продеваем. Тоже, в принципе, так же, как и соединяли всю сумку. Вот так вот можно обвязать вот так вверх.
обычными соединительными петельками. Вставляете крючок под. Можно вот так вот, если вам больше будет нравиться, если хотите, чтобы был такой. Ну вот видите, так поплотнее, чтобы было. Я делаю. Еще раз говорю, можно за половинку вот так вот поймать, можно через всю просто петельку. Это как вам больше нравится. Вот так. И по всему так по верху обвязать. Вот мы дошли до... Вот хотела показать вам, как здесь. Вот смотрите, вот под петельку вот. И продевайте вот опять под петельку. Тут вот такая есть перемычка под петелькой, вот под нее, вот она. И под каждую не пропускайте, а то у вас верх будет сужаться. Вот под петельку продеваем ниточку и сразу выскочила. Так, довязываем до конца. Осталось несколько петелек. Так, один. И так, чтобы красиво было, надо сделать. Так, и вот здесь делаем. Ой, еще, блин, выскакивает. Крючок маловат. Так, вот. Значит, обрезаем ниточку. Она нам больше не нужна. И вытягиваем и делаем такую обманную петельку. Вот смотрите, продеваем под петельку, вот. Вытаскиваем, сделали одно ушко, вот видно, думаю, и в эту же петельку вот сюда продеваем обратно. Вот смотрите, сделали такую петельку, она соединительная, и оно все вот у нас все красиво. Так, что... А, еще вот эту дырочку тоже надо соединить. Не соединили. Сейчас соединим тоже. Это можно взять любую тоже ниточку и соединить. Так, вот, значит, у нас сейчас соединим. Один, два. И тут одна еще последняя петелька. Вот. Все, можно все отрезать, прятать. Вот. И вот, да. Посмотрим, что у нас с этой стороны получилось. Да, все хорошо. Так, дырочки должны быть. Это сумка такая. Так, вот. Ну, когда все отпарим, будет все красиво. Вот. Нам вот
Так, значит, нам что надо сделать? Нам надо спрятать все вот эти ниточки и сделать ВТО, отпарить. Девочки, вот я спрятала все хвостики. Кроме одного, я забыла сказать, вот когда вы здесь дошьете, вот оставить вот такую ниточку, но это чисто оставить, потому что у меня вот такой замочек с большими такими дырочками. Я его пришиваю, ну, вот этим хвостиком. Если, конечно, у вас другой замочек, и наверняка даже другой, то ниточку-то оставлять не надо, можно. Вот, я приготовила еще иголку с розовой ниткой, так, в несколько ниточек. Ой, это чтобы пришить вот эту нижнюю часть. Так, моя девушка младшая решила попеть песенки, извините, за кадром будет мелодия. Вот, это будем пришивать этими ниточками, а это я пришью такой. Вот, и у меня вот такая белая тоже ручка, она на кнопочках, в принципе, вот так чик, и все. Значит, я отпарила. Отпаривать, наверное, вы все знаете как. Берете, ну, какое-нибудь такое полотенчико махровенькое и отпариваете отпаривателем, утюгом с отпаривателем. Вот. Обязательно надо отпаривать, чтобы, ну, придать изделию вот такой вот и симпатичный видок. Так, сейчас мы с вами будем пришивать замочек. Так, значит, так как у меня, еще раз повторяю, вот такой, я сейчас примерно надо померить, чтобы вот так было равномерно. И вот где-то вот так. Так, вот эту ниточку как раз вытаскиваем посередине. Я ее маленькую оставила, надеюсь, мне пришить хватит. Так, вот я ее зря вытащила всю. Вот, обратно. И мы ее будем вытаскивать сразу через вот эту дырочку. Так, мы вот так петельку. Я так делаю. Ну, другой, еще раз повторяю, будет замочек, вы пришьете по-другому. Такой замочек я решила пришивать именно так, потому что, если честно, видео я не смотрела, как его пришивать, короче, хватило ума только так. Так, значит, продеваем. Что-то у меня не хочет этим крючком. Возьму побольше. Подхватить, может, получше. Так, извиняюсь, что заковырялась. Так, на видео должно быть все легко и просто. Так, вот, продолжаем. Поймала я ее наконец. Вот, и вот сюда последнюю ловим ниточку. Вот у меня такой кусочек маленький. Я еще расскажу и покажу клей, которым я приклеиваю ниточки, чтобы, ну, когда вы укрепляете, вот видите, вот пятнышко, это клей. Почему? Потому что вы будете носить и обязательно, наверняка будете напихивать в эту сумку очень много, чтобы не распустилась сумочка, я приклеиваю специальным клеем. Так, и это, конечно, тоже придется приклеить, потому что совсем маленький кусочек остался. Так, вот что я делаю. Я вот продеваю сюда, опять в дырочку и вытаскиваю вот эту вот ниточку на изнаночную сторону оставшуюся. Вот
Это мы сейчас протянем. Давайте сразу, да, закрепим. Сейчас я покажу, принесу клей, которым я клею краешки. Ссылку я оставлю под видео обязательно. Так, сейчас вот так. Прячем ниточку. Последнее вот хватит. Так, вот показываю вот такой клей. Я его покупала. Я когда вязала тапочки, покупала, ну, резину такую жидкую, латекс, чтобы подошва не скользила. И вот такой клей у них же приобрела. Ссылку оставлю. Вот этим клеем, ну, оставлю под видео. Ну, вот намазываете. Все просто. И приклеиваете, как хотите. Главное, чтобы... Еще намажу клеем. Краешек коротенький, чтобы получше держалось. Вот. В принципе, он уже у меня несколько месяцев. Я им пользуюсь. Он не сохнет. Если, конечно, хорошо закрывать. Вот. И все. Теперь мы можем быть уверены, что наш краешек никуда не денется. Все. Вот. Так, значит, эту часть замочка мы с вами пришили. Вот такая вот. Ну, мне нравится, красивая. Получается такая, ну, красивые петельки. И теперь мы приступаем к пришиванию вот этой части. Меряем примерно, где она у нас будет. Вот так. Я взяла розовые ниточки, обычные, сложила их несколько раз. Конечно, я очень длинную взяла. Вот. И мы начинаем ее пришивать. Вот. Я всегда закрепляю ниточку. Да, нитку я, конечно, взяла супер размера. Так, и естественно, я сейчас запутаю все. Вот. Это вроде нормально. Вот смотрите, я всегда закрепляю вот так, чтобы у меня ниточка никуда не убежала. Так, и продолжаем с вами. Так, вот дальше, значит, вот в эту дырочку я просовываю иголку. Вот в следующую, но только с этой, конечно, стороны. Вот. Так, и продолжаем через одну. Вот так. Так, старайтесь, чтобы все было ровненько. Красивенько. Так, следующая дырочка вот здесь примерно.
Ты же еще попасть надо. Вот, попала. Так. Здесь почти ничего не видно, кстати, получается. Поэтому надо аккуратненько, конечно, пришивать. Если вы не будете делать подкладку, тем более. Ну, зато будет видно, что это ручная работа. И что вы связали сами себе сумочку на лето. Так. Так. Что-то никак прям не попадается у меня. Вот. Так, короче, вы поняли, я делаю через одну, потом еще раз через одну. Вот. Сейчас я до конца доделаю и покажу вам, как эти закрывать точно так же. В принципе, ну, вдруг кому-то интересно, да снимаю. Вот. Так сказать, последний стежок в первом ряду. Так, смотрите, чтобы вот ниточки не... Ну, у меня много ниточек, можно одну какую-то, наверное, плотную взять. Ну, у меня нету, я вот сделала в несколько. Так, вставляем иголочку. Что? Поет. Вставляем иголочку в ту же вот дырочку, где есть петелька. И продолжаем закрывать, пришивать, вернее, наши такой вот красивый беленький замочек. Музыкальное сопровождение мне накладывать не надо. Меня поют. Так. Ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, с узелком справилась. Продолжаем. Ну, принцип уже все поняли. Если вдруг что-то здесь торчит, можно с той стороны подтянуть. Да. Вот. И так закрываем все дырочки до конца. Остался вот последний стежочек. Вот я его делаю. Нитку я взяла. Обалдеть, какую длинную. Вот. Так. Вот тут ниточка, ее надо будет спрятать. Так, и мы здесь прячем, вернее, закрепляем ниточку. Сейчас мы ее немножко ниже опустим. И вот. И закрепляем. Вот тоже ее можно приклеить. Опять у меня как-то что-то все завязалось. Вот. Так, еще раз можно закрепить.
Так. И тоже ее можно отрезать и тоже приклеить. В принципе. Вот сейчас мы возьмем клей. Намажем. И приклеим. Все. Ну, куда у нас не денется. Вот таким образом. Так, все. Пришили мы замочек. Вот такой вот красивый замочек у нас. Ниточки тут там подтяну потом с той стороны. И хоп. И застегиваем. И осталось приделать ручку. Так. Тут совсем все просто. Здесь есть дырочки. Я вдеваю вот в эту вот во вторую. Можно, в принципе, когда вяжете, оставить дырочку побольше, но я этого не делаю. Оно все равно растягивается. Вот. Раз. И два. Угу. Сегодня жуткая жара. Просто жуткая. Вот. Поэтому вздыхаю. И вот два. Все ровненько поправим. И закнопим. Вот у нас такая красоточка получилась. На лето. Красота розовая. Так, всем пока-пока. Пишите, если что-то, хотите спросить в комментариях. Ссылки на пряжу, на кожу, на клей оставлю под видео. Надеюсь, что у вас получились свои сумочки. Все будут не похожи абсолютно сумочки, потому что у каждого будет обязательно своя. У меня вот такая. Вот. Всем приятного вязания. Пока-пока.